Всем привет, меня зовут Наталья, это мой блог Netubed, блог о парфюмерии. И сегодня я хочу снять свою подборку сексуальных ароматов. Эта тема очень развита, она всегда актуальна, тема соблазнения, сексуальности, поэтому я думаю, что она пригодится всем и всегда. Погнали! Итак, первый аромат в моей подборке – это аромат, конечно же, Secretion Magnifique от бренда Atelier Bordeaux. Это аромат «Прекрасные выделения». И сложно не упомянуть его в подборке, если мы говорим именно о ароматах сексуальных, так как даже сам флакон старого образца, его рисунок напоминает нам о том, чем должен пахнуть этот аромат. Собственно говоря, этим он и пахнет. Собственно говоря, так он и звучит. Что здесь по нотам? Здесь вообще водоросли, морские ноты, альдегиды, какао, кокос. И получается такой вот, значит, молочные ноты, в общем, сочетание молока и водорослей. Так себе, если честно, как запах, потому что больше, если честно, напоминает какие-то помытые хлоркой полы. Но вот в водорослях как раз появляется эта йодистость. Йодистость нас немножечко в сторону больницы направляет, пахнет больничными полами. Но, тем не менее, понимаете, такое название, да, и такая картинка, и вообще вся эта тема, и в принципе, чем-то отдаленно напоминает, наверное, такие вот, скажем так, натуралистичные запахи тела, определенных, так сказать, выделений, поэтому невозможно было не включить этот аромат в подборку и, конечно же, поставить его на первое место. Он просто создан для этого, он просто создан для такого настроения. Второй аромат в этой подборке – это аромат от бренда You and Me Latex. Чуть более, скажем так, редкий нишевый бренд, тем не менее его все равно можно найти. Хотя в основном находятся его товарищи, то есть другие ароматы этого бренда, кашмир, деним, там все ароматы посвящены тканям, да, посвящены каким-то вот таким вот, ну и да, из чего делают одежду, собственно говоря. Вот, но даже этот аромат все равно можно встретить. Латекс у него там добавление XX, это действительно попытка воссоздать именно запах именно этого материала. Для этого используются ноты винила, ноты альдегидов и даже шафран, что снова нас немножко толкает к такой медицинской тематике, потому что шафран выдает вот эту вот йодную составляющую. Как я уже говорила, шафран активно используется в той же самой бакаре, например, и вот здесь появляется, благодаря этому появляется как раз вот эта вот медицина, о которой многие говорят, да, которая кому-то не нравится. Но здесь в сочетании с винилом, сами понимаете, пахнет той самой медициной, которая нам нужна. Запах также чем-то отдаленно может вам напомнить вот этот аромат, когда вы снимаете перчатки медицинские, если вы очень ответственный человек и во время карантина носите помимо маски еще и перчатки медицинские, то вы, наверное, знакомы с этим ароматом. Специфическим, да, таким не синтетическим, но тем не менее, кому-то доставляет удовольствие. Также именно таким запахом обладают другие предметы, поэтому латекс, я думаю, что станет прекрасным продолжением данной подборки. Так, следующий аромат данной подборки – это аромат Drunk Cherry от Bush. Но тут уж стоит отметить, что вся марка Bush нацелена на тему сексуальности, так как она и создана была для корпоратива какой-то крупной организации по легенде этой марки, да, поэтому здесь должен быть аромат корпоратива. Корпоративы, сами знаете, вытекают туда, куда не надо, а может и надо вытекать. Поэтому Drunk Cherry – это, наверное, самый интересный с точки зрения картинки, да, с точки зрения какого-то позиционирования аромат. Это немного отсылка к теме, если кто-то смотрел сериал Twin Peaks, такой старый сериал, где девушка брала вишенку в рот и во рту завязывала, скажем так, вот эту кисточку, да, вот этот черенок от вишенки завязывала узелком. Вот примерно та же история. Пьяная вишенка, пьяная девушка. Что может быть сексуальнее, чем пьяная девушка? Собственно говоря, ничего. Да нет, я шучу, конечно, но она более доступна, да, аромат игривый, напоминает действительно запах алкогольной вишни. Я бы не сказала, что прям из конфет, которые мы помним, да, помните, вот такие конфеты были, шоколад с вишенкой, да, и с коньячком. Скорее бывает на тортиках такие, немножечко, чуть-чуть пропитанные ликером вишни. Вот именно такая прекрасная, сочная, именно такая под шофе,
как и сама мадам, да, я так понимаю, целевая аудитория, можно так сказать, девушка, на которую нацелена, такая, которая готова потусить, повеселиться с продолжением. В общем, этот аромат идеально подходит. Он такой, знаете, незамысловатый и, наверное, в данной тематике. Еще один аромат, это аромат от Филиппо Сарчинелли бренда But Not Today. Это самый грязный и животный парфюм, который я когда-либо слышала. Он настолько животный, там есть и животные ноты, и вот этот вот касториум, который вот, мускус и эссенция этих бобровых струй, которые призваны исторически служить феромонами в парфюмерии. Ну вот феромонами не которые, когда нам говорят в парфюмерию добавлены феромоны, а вот именно, знаете, вот эта вот тема животных нот, которые всегда чисто вот уже рефлекторно, чисто на уровне подсознания, именно нашего животного подсознания, не социальных каких-то конструкций, а животного подсознания толкает нас, людей, к другим людям, да, мы чувствуем их запах, их настоящий запах пота, тела, их желез и так далее. Вот такая же здесь тематика. Аромат настолько грязный, что напоминает скорее, знаете, историю из фильма «Нимфоманка». Но мы же говорим о сексуальных ароматах, да, соответственно, мы ищем что? Мы ищем какие-то гипермускусы. Так что зачем мелочиться? Давайте сразу возьмем кошмар. Давайте сразу возьмем прям самую животину. Тут и просто какие-то некие животные ноты заявлены, не раскрыты. И опять же скажу, вот эти вот железы. И еще и лилия туда добавлена, которая обладает таким очень плотским запахом, даже немного неприятным. Тем не менее, этот парфюм даже красного цвета, красный флакон, такой намек. И этот аромат посвящен фильму «Ганнибал Лектор», который тоже обладает очень странной какой-то маньячной вот этой вот привлекательностью. В общем, если ваш мужчина немного маньяк, то этот запах, наверное, идеально подходит. Следующий аромат в подборке, про который я хотела бы рассказать, это аромат от Comme des Garçons Synthetic Tar. И не удивляйтесь, это история о том, если ваш мужчина очень сильно устал на работе. Потому что этот парфюм пахнет кому-то нефтью, кому-то он пахнет дегтем. Вообще у него такой специфический технический запах. Немного, знаете, он создан с помощью кожи, смол, каких-то древесных нот. И именно вот эти вот стиракс, кожаные ноты делают его таким, знаете, немного техногенным. Чуть-чуть напоминает гараж, запах гаража, а кому-то также напоминает запах, знаете, когда нагревается принтер бумаги, вот этих вот чернил, печати, в общем. Поэтому, если ваш мужчина очень сильно устает на работе, либо в гараже, ну, устает это синоним, то я думаю, что именно этот парфюм станет для него сексуальным, он станет привлекательным, он вспомнит эти ощущения, когда начальник целый день, так сказать, провел с ним прекрасное время, вот, наговорил ему кучу приятных вещей, и в целом ассоциации немного сдвинутся, и парфюм станет сексуальным. Поэтому, и либо если у вас есть какой-то коллега, который вам очень нравится, то этот запах чернил, принтера, ксерокса, где вы иногда встречаетесь взглядами, возможно, немного вас вдохновит и настроит на, так сказать, романтический, соблазнительный лад. Еще один парфюм в моей подборке, парфюм, который у меня есть. У него название соответствующее, поэтому я не смогла его не упомянуть. Это парфюм Let's Set This Argument Like Adults in the Bedroom Naked. Короче, давай решим наши проблемы по-взрослому, голые в постели. Ну, с таким названием сложно не внести парфюм в подборку. Пахнет он, конечно, молочком, инжиром. Знаете, здесь есть такая терпкая древесность с сладковатым инжиром, сочным, с молоком скорее ванильным. То есть он не вызывающий, не яркий, не какой-то гипертрофированно томный. Он
Легкий достаточно, да, он плотный, он лежит как такое окутывающее молочко для тела, немножечко какао есть ощущение, то есть ощущение вот какао, молока и сочности, мягкой сочности и сливочности инжира. А, Достаточно невинный, так же, как и эта линейка молодежная, в которой, я не знаю, впечатления и ассоциации с сексом достаточно милы. Это, наверное, получается шестой аромат в моей подборке. Ой, у меня, кстати, еще есть мимо темы. У меня есть тут, знаете, такой привезенный продукт феромон нота любви. Это еще я привозила из Сочи. В каком-то таком крафтовом магазинчике собственной косметики, там а-ля какая-то солнечная долина или что-то такое. В общем, есть такие парфюмы, наверное, они получаются в формате помадки, в формате воска для тела. По 400 рублей, по-моему, они стоили. Ну, в общем, знаете, феромоны, нота любви, все серьезно. Пахнет, знаете, пахнет шоколадом и мужским одеколоном после бритья. Да, ощущение, будто, знаете, Акс-эффект разбавили альпингольдом. Но, тем не менее, называется феромон нота любви. И седьмой аромат, если вы досмотрели до этого момента, то я надеюсь, вы поняли, что я немного подурачивалась, потому что на самом деле седьмой аромат – это тот аромат, который делает вас самих сексуальными. Мне сложно вычленять такие подборки, точнее, мне интересно вычленять такие подборки, потому что я считаю, что сексуальный аромат – это тот, который на самом деле вас раскрывает сексуально. Это не ароматы с нотами каких-то заявленных гипермускусов и чего-то такого, потому что все индивидуальны. Мужчины невозможно привлечь мужчину парфюмом, поверьте, у них абсолютно разные вкусы. Кто-то включает в эти подборки Tom Ford «Черная орхидея», при этом я слышала много комментариев от мужчин, что это отвратительно пахнет и невозможно вообще это слушать, это просто ужасно. То же самое касается Бакары, то же самое касается пресловутого Киллиана, там Kisses Don't Lie или что-то еще, там очень много разных парфюмов, которые относят в стандарты секси-шмекси соблазнительных парфюмов. При этом кого-то может очень сильно тянуть аромат Нероли, потому что он очень чистый, он очень светлый, это аромат лимонных цветов, и он отталкивает куда-то, знаете, к каким-то подростковым фантазиям, к вот этой вот молодости, к, не знаю, к молодым нимфеткам, пусть будет так звучать, и что-то такое. Кого-то привлекают более тяжелые пудровые ароматы, как и женщины привлекают более взрослые, более какие-то, знаете, а-ля Моника Белуччи. У всех абсолютно разные ролевые модели. У кого-то андрогинная Кейт Мосс, а у кого-то сексуальная, томная Моника Белуччи или страстная Пенелопа Круз. Поэтому их и привлекают абсолютно разные ароматы. Моника Белуччи не стала бы носить такие, скорее всего, чистые нероли, она ассоциируется с чем-то более там гурманским, шоколадным, а Кейт Мосс не ассоциируется с тяжелыми какими-то парфюмами, а скорее с таким унисексовым Кальвин Кляйн, например, который непонятно вообще, то ли мужской, то ли женский, пахнет там зубной пастой, например, лимончиками, мятой, может быть, вот этим вот утренними сборами в каких-то, знаете, там, когда девушка стоит у раковины в одних только трусах, которые напоминают мужские, скорее, белые боксеры, и чистит зубы, и она при этом для кого-то будет максимально просто привлекательна, для кого-то абсолютно нет, и нужно черное там белье, будуарное, и вот это вот вся эта история с локонами и красными губами, понимаете? Поэтому вас парфюм делает сексуальным. Вас, и вы, только вы источаете этот цвет, и эти феромоны, и эти мускусы, и эти железы. Это лично мое мнение, но просто оно подпитано действительно мнением множества мужчин, которые чувствуют эту энергетику от вас. Поэтому если вас парфюм, если меня вот этот парфюм, несмотря даже на то, что я с ним тоже обошлась немножечко сейчас весело и бесцеремонно, но он меня настраивает на какой-то томный лад, и я веду себя по-другому, чувствую себя уверенно, как нижнее белье, которое никто не видит, но если вы надеваете свое кружевное любимое, там, например, или какое-нибудь другое нижнее белье, у вас даже взгляд меняется. Вот у меня с этим парфюмом меняется взгляд, поэтому вокруг меня образуется совсем абсолютно другая энергетика, которую чувствуют мужчины, а не парфюм.
Поэтому седьмой парфюм — это ваш парфюм, ваш любимый, тот, который вас раскрывает. Подумайте о том, какая нота вам кажется для вас сексуальной. Ищите скорее парфюмы с нотами, например, розы, там, не знаю, может быть, алкогольных нот, вишня, возможно, вас наталкивает на такой какой-то лад. Может быть, для вас достаточно сексуальна роза, хотя для кого-то это абсолютно антисекс. И считают, что просто розы так пахли бабушки и мамы, да. Ищите именно эти парфюмы. Фиалка, возможно, вас настраивает на такой, знаете, нимфеточный, опять же скажу, какой-то девочковый, подростковый такой лад. Может быть, яркие цитрусы. Ищите такие ароматы и просто кайфуйте от себя, это мой совет. Но в любом случае все ароматы с нотами секса буквально-таки есть теперь в инфобоксе, вы можете перейти по ссылочкам, почитать информацию, потому что, да, они тоже достойны уважения. Пишите, какие у вас любимые сексуальные ароматы, подписывайтесь, ставьте лайки. Помните, что мир полон необычных ароматов, никогда не ограничивайтесь малым. Всем пока!